Итак, раз уж мы будем обсуждать песню Димаша «Be With Me», то у меня для вас есть версия этой песни на гитаре. Отлично, поехали! Вот так вот. Да, это была версия в стиле тяжелый металл. Да, это была версия на гитаре, но на дамбре эта мелодия звучит еще лучше. Просто потрясающе. По нашему вопросу у меня все записано на вон той учебной доске. И это будет моей указкой. О, очень хорошо. Да, потому что я подготовился. Сперва я спрошу, слышали ли вы мою новую песню «Два сломанных крыла»? Мы можем посоветовать Диш зайти на ваш YouTube-канал и послушать эту замечательную песню. Мне бы хотелось, чтобы однажды Димаш спел эту песню. В общем, вот мои заметки. Это мои заметки по песне Димаша «Be With Me». Это будет мне помогать вести рассказ. Кстати, часть песни с рэпом от него – это очень важно, особенно его слова. Потому что слова песни стали доступны в субтитрах на канале Димаша. И поэтому у меня есть интересная теория для тех, кто беспокоится о Димаше в роли плохого парня. Димаш здесь выступил в роли плохого парня с его альтер-эго. Некоторые действительно посчитали, что он в этом клипе был плохим парнем, и это значит, что он хороший актер. Он вел себя как плохой парень. Но это было не совсем по-настоящему. Может быть, имеется в виду, что у всех нас есть и хорошая сторона, и плохая сторона. И, возможно, Димаш нам просто говорит: «Эй, я не идеальный, у меня есть и плохая сторона тоже». Итак, мы имеем следующее. Песня «Be With Me», новый клип от Димаша, музыка Димаша. И мы знаем, что его команда ему помогала. Он всегда говорит, что всегда дает им должное. Но он написал эту песню так же, как и Майкл Джексон бы ее написал. После чего он показал бы песни Квинсу Джонсу или тому, кого он хорошо знал. И после этого они заставили бы музыкантов добавить туда все, что нужно. Но все началось так же, как и у Майкла Джексона. Джордан, я не уверен, правильно ли я произносю ее фамилию, может быть, вы мне поможете. Ее зовут Джордан Аракелян. Да, верно. Затем слова рэп-партии в песне написал Даурен Шамуратов. Да, именно он, Даурен. Режиссером выступил Радислав Лукин. Да, все верно. Да, мне нравится слово «да». Я знаю, что оно означает. Крис меня научил. И продюсером является Канат Айтбаев. Да, в общем, он является отцом Димаша. Итак, вот такая информация. А вы видите, что написано вот здесь? Да. Хорошо. А теперь о фактах клипа. Длительность 4 минуты 6 секунд. Длина оригинала песни всего 3 минуты 52 секунды, поэтому сюда добавлено 14 секунд. Съемки клипа проходили в отеле Royal Tulip, Алмата, Казахстан. И Димаш был за рулем американского маслкара Dodge Challenger. Это именно та машина, на которой он был в конце. Dodge Challenger. У машины Dodge Charger 4 двери, а у машины Dodge Challenger 2 двери. Так что она помощнее и побыстрее. Это очень американская, ну очень по-американски. Да, это очень быстрая машина. Конечно, у этой машины 729 лошадиных сил, поэтому она очень быстрая. Нам бы хотелось, чтобы Димаш был осторожней, когда он управляет такой машиной. Итак, и клип «Be With Me» к этому моменту набрал уже 630 тысяч просмотров. Ну а сейчас просмотров уже намного больше. Итак, что там было и дальше? Димаш в бассейне. Я думаю, что девушкам это понравилось. Я слышал о том, что они хотели поехать в этот отель Royal Tulip, и, кажется, там уже выстроилась очередь, чтобы поплавать вместе с ним. Позволь, я скажу, что Димаша там уже нет. Итак, ниндзя восхитительный, крутой. Димаш всегда нас удивляет, и мы любим его сюрпризы. Если люди будут ожидать сюрпризов, то они их получат.
Еще. Энергичный, веселый, игривый. В общем, вы знаете о песне Майкла Джексона «Smooth Criminal»? Он там был очень спокойным, и определенно он был в клипе плохим парнем. Но в клипе говорится, что продолжение следует. И похоже, что они уже снимали продолжение в горах, потому что они показали горы в конце. А затем они показали кадры, где он катается на лыжах, ну и все такое. Может быть. И это интересно, потому что кто-то уже сказал, что он снял 2 видео. Одно в отеле, а другое на горнолыжном курорте. Так получается, что 2-я часть уже снята? Это видно даже по парню на видео, которое они сняли про бэкстейдж. Да, я думаю, у них уже есть видео. Но какая музыка будет там? Я не думаю, что они должны снова использовать песню «Be With Me». Но если они сделают именно так, то тоже нормально, потому что Димаш делает все хорошо. Итак, казахский рэп – это то, что я хотел бы обсудить больше всего. Я думаю, что его предупреждали, что женщины не уходят вместе с плохим парнем. Потому что, исходя из слов песни, он говорит, что он говорит неправду. «Я лгу вам, я дурачу вас». Именно так он говорит. Так что история для тех, кто беспокоится о Димаше и говорил, что он плохо влияет на молодежь. Но в этом клипе он показывал то, чего не следует делать. Вы знаете, остается много вопросов. Продолжение следует и прочее. Я думаю, что в следующей части клипа нам следует ожидать его в роли хорошего парня. Все может быть. Позвольте мне прочитать отрывок из рэп-части песни. Да, конечно. Итак, там говорится: «Будьте осторожны, вокруг много девушек, влюбленных в меня». Это то, что Димаш говорит в казахском рэпе. «За моей спиной много сплетен, без сомнения. Ты хочешь меня? Но это напрасно». Поэтому в рэпе он как будто предупреждает женщин и эту женщину не водиться с плохим парнем. Он говорит: «Ты думаешь, я сделаю тебя счастливым? Ты ищешь путь к моему сердцу, но я не замечаю тебя. Это будет моей местью». Плохой парень из клипа говорит: «Не оборачивайся». А я буду говорить, притворяясь, что я действительно влюблен. Ты очень запутаешься, если влюбишься. Эта хроматическая мелодия – это супер круто. Итак, в основном тут прослеживается влияние 3 Джей: Джеки Чан, Майкл Джексон и Джеймс Бонд. Они все Джей: Джеки, Джексон, Джеймс. А также есть немногие от Брюса Ли, но Брюс Ли оказал большое влияние на Джеки Чана. В общем, я собрал их всех вместе, и получился Димаш. Его игра была очень хорошей. Помните всех людей, которые думали, что Димаш стал плохим парнем? А он просто играл роль. Так что это значит, что он отлично сыграл свою роль, правильно? Да. Даже режиссер клипа сказал, что Димаш отличный актер. Да, именно так он и сказал. И он добавил, что Димаш с каждым разом становится все лучше. Просто у него правильное отношение к этому. И вы знаете, он хорошо попробовал себя в роли актера на дне рождения сестры Игоря Крутого. Димаш там просто развлекался, но это стало также и практикой, и тренировкой, чтобы быть хорошим актером. Итак, вы сказали, что у Димаша на канале вышел фильм про закулисье съемок клипа «Be With Me». И всем нужно посмотреть этот фильм, потому что вы узнаете там много интересного. Ну как все вышло? Было достаточно хорошо? Это было идеально. И мы должны сказать, что если Dears хотят услышать более широкое мнение о клипе «Be With Me», я имею в виду вариант нашего полного видео, в котором мы обсуждаем все детали, то просто отправьте мнение в комментариях, и тогда мы сможем понять, что нам нужно сделать видео длиннее. Ой, у меня тоже есть YouTube-канал The Good Info Cafe, а также InfoArtist JK. Теперь я есть и в ТикТоке. В ТикТоке я только начал, потому что кореец из России сказал, что я должен публиковать ролики в ТикТоке.
Да, это круто. Что-то еще ты скажешь об этом клипе? Я думаю, что клип очень свеж, и я не ожидал ничего подобного от Димаша. Потому что у него есть определенный имидж, модель поведения. Ну, например, это имидж, когда он в костюме, в немного оперном стиле, классическом стиле. А теперь он показывает нам что-то новое, что-то в стиле плохого парня. И это уже совсем другое. Ну, я могу связать это с Битлз. У Битлз были кожаные куртки в стиле рок, когда они были в Германии перед большим успехом. А затем пришел их менеджер и заставил их носить галстуки и все такое. И мы знаем, что они сделали после этого. Они вернулись к красочным нарядам. И они носили все, что хотели. Так что вы знаете, Битлз тоже так делали. Это было очень весело. И для тех, кто волновался по этому поводу, напомню, что он играл свою роль. И то, как он всех обманул, означает, что он хороший актер. Да, я также видел один комментарий от немного разочарованной леди. Она написала что-то вроде этого. «Ух, как он голоден, дайте ему немного еды». Да, и я имею в виду погоню за той женщиной в клипе. Это требует много энергии. Когда мы, парни, гоняемся за женщинами, это сложно. И он был плохим парнем, потому что он опрокинул напиток той официантке. И он не остановился и не помог ей все поднять. Он обидел другого парня, даже не извинившись. Он был плохим парнем. Да. И в рэп-партии песни он говорит о том, что женщины не влюбляются в плохих парней. И это то, что он сказал. И это неправда. Да, но было очень весело посмотреть этот клип. Ну и в завершение я хочу сказать, что Дирс могут присылать нам свои мнения в комментариях. И мы проведем глубокое исследование и сделаем еще одно видео о клипе Димаша «Be With Me». Вы хотите выяснить вероятность того, что он действительно предупреждает нас о том, что не надо идти с плохим парнем? Именно эти слова есть в его рэп-партии песни. Это может быть интересной теорией. Нормально? Да, все супер.